тоже без коммуникации, я думаю, рядом. Как я тоже парня мотивирую, вот это, пусть кто-то понимает, я кажется, тайми есть мужчик, мужчик. Писала, что ей нужно... Потом на ним прикидать, понятно, попить на мужчик. Чисто мужчик. А мы сейчас надо смотреть видео. Приятного всем вам просмотра. А я думаю, это как бы буду чуть-чуть. Погнали, вот видео. Привет. Это Дженнет. Извините, я взломала ролик, чтобы сказать, что мой блог Яндекс.Дзен находится в описании. Спасибо за внимание. Перед этим модулируюсь. Короче говоря, я взрослый. Это был прекрасный апрельский день, ведь я наконец познакомился с новой девушкой. А стоило всего-то сделать первый шаг, и девушка сама первая написала. Так мы прообщались с ней более 3 часов. Она написала, что ей нужно пойти закоптить влажные салфетки. О, мое уважение к этому продукту. Похоже, у нас с ней все серьезно и надолго. Пока моя избранница отсутствовала, я решил получше изучить ее профиль. Она любит барсуков. Четко. Увлекается подводным чтением. Класс. И она 2000 года рождения. Стоп. Я что, встречаюсь со школьницей? Тут же прочел, что она закончила Тамбовский культурно-технический университет. Вышел из 2023 2000. Получается, ей уже 23 года. Офигеть, как быстро летит время. Это значит, что дети 2016 года уже скоро пойдут в 1 класс. Я в шоке. Нужно успокоиться. Включил новую песню Lost от группы Linkin Park. Но тут прочитал в интернете, что это не новая песня, не вошедшая в старый альбом, и выпустили ее в честь 20-летия альбома. Эта новость окончательно добила меня. Ведь только недавно я начал их слушать. Только недавно я пошел в школу. И только недавно ее закончил. Но это правда так и есть, я оставался 10 раз на 2-й год. Вывод напрашивался сам собой. По горизонтали 6 букв свекла. А еще что я стал совсем взрослым. Я достал огромную папку с документами, отложил в сторону документы кошки и нашел свой паспорт. Глянул на дату рождения. Все понятно. Видимо, не случайно меня стали мучить боли в спине и ногтях. Но я не хочу называть это старостью. Пожалуй, назову это взрослостью. Что ж, отныне буду придерживаться своего нового статуса. Для начала надел подштанники. И не важно, что в квартире жарко. Затем поздравил своих друзей и родственников с днем соленого сахара в WhatsApp. И принялся разучивать график приема всех врачей в ближайшей поликлинике. Вспомнил о том, что каждый настоящий взрослый мужчина должен сделать 3 вещи. Вырастить сына, построить дом и посадить дерево. Начну по порядку. Я был уже слишком взрослым, чтобы вырастить сына, поэтому попросту усыновил Серегу. Как следует, отчитал его за то, что он не вынес мусор, и заодно послал в магазин за хлебом. Далее постройка дома. У меня нет на это столько денег. Но теперь я взрослый мужчина и могу сам занять денег у родителей, чтобы купить загородный дом. Пока мой сынишка искал дом мечты, я решил посадить дерево. Но тут все просто. Я посадил дерево на стул. Но Серега сказал, что это работает немного иначе. Нужно посадить дерево в землю. Видишь, какой умный, весь в отца. Ладно, займусь посадкой дерева на своем новом участке. Отличная идея переместиться из шумного мегаполиса на дачу для уединения и отдыха. Правда, у меня не было Только на работе, да. Прикольно. таких дачных инструментов. Мой сынок сказал, что это не страшно, ведь все с удобством можно заказать на Яндекс.Маркете. Ну, когда вот только на сторону потом буду. Как раз сейчас там проходит распродажа товаров Умно. для дачи и отдыха. Мы выбрали все самое необходимое. Серега добавил, что также можно применить промокод BEST10 для еще большей выгоды. Молодец, сынок, возьми с полки пирожок. Пока Серега тянулся до самой верхней полки, курьер успел доставить наш заказ. Я тут же распаковал его. Ведь, как говорится, в любой непонятной ситуации распакуй дачу. Я заглянул внутрь коробки. Все товары были в идеальном состоянии. И тут я оказался на своей новой даче. Осмотрелся по сторонам. Здесь был явно не выспавшийся Серега. Странно, ведь на часах всего-то 5 утра. Пора бы уже делать взрослые дела. Первым делом я вбил 1 гвоздь в дом. Ну все, дом построен, формальность соблюдена. Остается самое сложное — найти дерево, срубить его и закопать в землю. Но Серега сказал, что достаточно просто выкопать ямку и посадить саженец. А сынишка-то у меня толковый, весь в отца. Мы стали выбирать, какое дерево будем сажать. Я хотел посадить елку. Серега хотел посадить сосну. Я сказал, чтобы он поменял свое решение, иначе я сдам его в детдом. В итоге мы сошлись на Баобабе. Поугорали. Серега унаследовал от меня не только мозги, но и чувство юмора. Я дал ему денег, чтобы он мог съездить за деревом, и на сдачу разрешил купить мороженое. А я пока займусь взрослыми делами. Посижу на улице и буду вспоминать
сказать, как раньше было лучше. Через час вернулся Сергуша. Я спросил, почему он ничего не купил. Он сказал, что встретил в переходе какого-то чувака, который продал ему кое-что поинтересней. Мешочек с мелочью. Продавец уверял его, что нужно посадить мелочь в землю, обильно полить водой, и через час вырастет настоящее денежное дерево. Капец, мы его малого развели как лоха. Ну весь в деда. Однако взрослые проблемы требуют взрослых решений. Я заставил сына копать грядки, а сам поехал на разборки к этому продавцу. Вернулся через час. Серега спросил, где дерево. Я сказал, что купил кое-что поинтересней. Реальные семена денежного дерева. Нужно только посадить семечко в землю и полить его нефтью. А через некоторое время из земли появятся первые веточки с реальными купюрами. Правда, пришлось немного доплатить, но результат будет того стоить. Серега обрадовался, и мы тут же занялись посадкой. Мы добыли немного нефти, после чего полили наши закопанные семена. Оставалось только ждать. Мы ждали час, 2 часа. На второй день мы поняли, что нас развели как лохов. Оказывается, быть взрослым еще не означает быть мудрым. Серега был очень расстроен. Я решил по-отцовски его подбодрить. Не расстраивайся, чемпион. Пойдем лучше коптить салфетки. Короче говоря... О, девочки, ты где? Я взрослый. Поддержи наш канал, поставь лайк и подпишись, если понравилось. Какие мне мужики написать? Какие придумать? Да, давай, пока мы не будем. Пока. Понятно, видео. Чекина будут слышать. Дерево. Дерево. Пока. Попереда будет. Будете секундный.